Добрый день. Меня зовут Евгений Телуха. Я представляю Харьковское городское объединение «Харьков молодой» в рамках проекта «Харьков – любимый город». Сегодня 9 июля 2022 года. Мы находимся во дворе жилого дома. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о себе все, что вы считаете нужным. Людмила Юрьевна, харьковчанка, коренная. Все, пожалуй. Ну что еще? Работала, училась. В Харькове. Да, ну, кто вы по профессии, где вы работали? Училась в ХПИ, закончила, работала на релейном заводе. Инженером-конструктором. 23 года до перестройки, а потом в редакции газеты наборщица. Все, пожалуй. А потом ушла на пенсию вовремя. В 55 лет. Так что сейчас пенсионер. А где вы родились и сколько вы живете в Харькове? В Харькове всю жизнь. Родилась в Харькове, живу всю жизнь, никуда не переезжала. Только Харьков. А расскажите о своем детстве, о своих родителях, кем они работали. У меня только мама. Детство, так сказать, с отцом в разводе. Отца я практически не знаю. Мама работала тоже на релейном мастером. Все, ничего такого. А где вы провели детство? В Харькове, все в Харькове. И училась, и жила, и сейчас. Ну, в каком районе Харькова имеется в виду у вас районе детство проходило? Господи, и на Москалевке. На Москалевке родилась, на Детской жила долго, потом на Салтовке, теперь на Алексеевке. Почти по всему Харькову. А расскажите о своей семье в настоящее время. Ну, замужем. Вот собачка. Чего такого особенного? Детей у нас нет. Все. А на каком языке в повседневной жизни вы разговариваете, смотрите телевизионные программы и читаете книги? Смотрю, на русском, на украинском. Те программы, которые меня интересуют, мне совершенно все равно, на каком языке. Мы когда-то пошли в кино, и я тогда увидела, в смысле, когда уже фильм пошел, я почему-то так через какое-то время узнала, что там на украинском, оказывается, фильм совершенно без проблем. Украинский для меня такой же родной, как и русский. В обыденной жизни. В Харькове все в основном общаются по-русски, поэтому... А какие книги читаете? Какие у вас любимые авторы произведений? Читаю я фантастику. Сейчас исключительно в интернете, но дома достаточно большая библиотека. Любимые авторы. Из таких классиков, ММ, пожалуй. Я думаю, фантастика вас не сильно интересует, потому что сейчас много молодежи, молодых авторов. Но я люблю сказки. Романтику, сказки, приключения. С детства перечитала много всего. Так что сложно сказать. А как для вас прошел 2021 год? Отлично. Нормально. Начало, так сказать, повышаться благосостояние, планы на будущее, дача у нас. Мы там тоже напланировали кучу всего. Начали посадки. У меня очень много цветов. Я больше увлекаюсь садоводством, скажем так, даже цветами, скорее, больше. Планы были грандиозные. Но... А, например, что планировали? в основном, я же говорю, посадки такие, там, может, поездки какие-то там. Такое. В основном, конечно, дача. Дача у нас... Вот сейчас без дачи, это, конечно, очень плохо. Не знаем, куда себя деть, буквально. Как собака вылетела. А в каком районе дача находится? К сожалению, в том районе, который был захвачен сразу же русским. Буквально сразу, в первый же день. В районе, не Липцы, вот посередине, между Харьковом и Липцем. Это как раз оттуда пошло наступление. И что там от нее осталось, очень сложно сказать. Там пару раз эти фосфорные прилетали, 100%. И потом до сих пор бомбят эти районы.
сожалению. А что вы делали за день до начала войны? Ничего особенного. Как любая женщина в доме. Готовила, убирала, стирала. Ну как? Это я не помню. Я только помню, как война началась. Потому что у нас это было все предлагаю. У нас окна выходят как раз в сторону Белгорода. И все эти взрывы в 4:30 утра, все было перед глазами. И почему-то так сразу все поняли, что это война. Муж пошел на работу в первый же день. Очень было страшно. Благо их быстро отпустили с работы. Тогда уже в основном в подвале проводили время. Так что... А до этого, вы думаете, я помню? Нет, совершенно. Все как обычно. А как вы восприняли известие в начале войны? Ужасно. Ну как? То есть это что-то нереальное. Не верилось, что начнется, хотя и разговоры, и все серьезно, ну, в мыслях не было, что можно начать обстреливать 3-миллионный город. Это вообще дикость. До сих пор не верится. А были ли у вас какие-нибудь планы на 24 февраля? Ну, может, не на 24, а на 26 были планы пойти перевести телефон на другой пакет. Ну, планы были, которые ничего не получилось. А тревожный рюкзак был ли у вас собран? Если да, то что в него положили? Тревожный рюкзак собран не был, мы не настолько предусмотрительны, к сожалению. И, в общем-то, мы как бы и не планировали сразу уезжать. Я же просто в голове не укладывалось, что можно обстреливать жилые кварталы. Поэтому потом уже собрались. Ну, просто у меня обычно более-менее порядок. Документы лежат в определенном месте, то есть особо не было такой метания по квартире. Собрались достаточно, ну, это мы просто уезжали через где-то 11 дней. 11 дней мы в районе в своем прятались в подвале. Собраться можно. А что положили? Ну, какие-то вещи. Было холодно, одежду, естественно, теплую. Корм для собаки обязательно. Ну, так. Ну, мы ехали в городе, хотя магазин это сложно было, конечно. Даже полотенце там. Я ехала к подруге, поэтому у нее там все было, я поинтересовалась. У нее практически все было, поэтому особо такое. Вещи только такое, чтобы одеваться можно было нормально. Ну, у нас самое главное, чтобы было что покушать вот в нашем животе. А как изменилась ваша жизнь после 24 февраля? Это даже сложно сказать. То есть это совершенно другая жизнь. Как изменилась? Война, стреляют, мы живем на других квартирах, неспокойно, не знаю, что будет завтра. Никаких, не то что планы строить. Вообще не знаешь, проснешься ли ты завтра. Какие могут быть? Как может быть, как может измениться? Сильно. А расскажите о вашем распорядке дня в условиях войны. Чем обычно вы занимаетесь? Встаю, гуляю с собакой, завтракаю, готовлю поесть, опять гуляю с собакой. Смотрю новости долго, потому что я люблю знать, что у меня вокруг делается. Мне вот неизвестность меня пугает больше, чем известные неприятности, скажем так. Поэтому телефон, конечно, интернет занимает много времени. И гуляю опять с собакой, пытаемся ложиться, отдыхать, спать. Все. Какие могут быть сейчас планы, какие могут быть? А каким образом вы гуляли с собакой в период бомбардировок? Гуляли с собакой. Мы были в подвале своего дома,
она боится выстрелов. И вот там, первые какие-то дни мы пытались ночевать дома, хотя это тоже было очень тоже страшно. Там. Не в спальне, а в других комнатах, которые в другую сторону расположены. В общем, эта собака боится, она выскакивала. Ну, единственное, что все-таки девочка у меня быстро. Выскакивала быстренько, 3 секунды. Делов, света нет, темно. Сразу и поворачивалась, сразу тащила в подвал. То есть даже из-за нее мы не смогли бы и в квартире, наверное, находиться. Вот и были у нас соседи, у которых, наверное, нервная система спокойнее. Живут в квартире на высоком этаже, не знаю, это мужественные люди, скажем. И в подвале, и ночевали в подвале. Сначала у нас метро недалеко, и, в общем-то, люди, конечно, в основном пошли в метро, но там очень много с животными, у меня беспокойная собака, я сразу знала, что я туда не смогу, мы там не сможем находиться. И людей там много, и детей, и кошек, и собак. Но там было очень холодно, и люди вот первую ночь, первый день мало было людей в подвале. Подвал, конечно, у нас не оборудован, нам повезло. Единственное, что провели свет соседи. Был там, провели. И трубы были горячие. У нас было еще отопление какое-то время, там горячая вода была. Там было тепло достаточно. Ну, конечно, очень пыльно. И люди, побывав в метро, вернулись, пришли к нам в подвал с детьми. Ну и потом насобиралось в подвале, конечно, людей. Подвал был там сильно большой подвал, там один подъезд, скажем, пришли люди с многих, даже из других домов подходили, и много подвалов в районе было именно вот так вот занято людьми. На время. В то время еще в район не попадали снаряды. Это все нашлось достаточно нормально для всех. Конечно, когда люди попробовали, пожили там, дети боятся, плачут, начали уезжать. Потом объявили, что можно уехать в Западную, и начали поезда эти пускать эвакуационные. И, в общем, люди уехали. Ну, мы, пожалуй, чуть ли не последние уехали уже оттуда. Весело было. Собака гуляла очень, она очень молодец у меня в этом отношении. Выскакивала быстренько и быстро поворачивалась и потянула меня в подвал. Не домой, а в подвал. Так у нас, в принципе, еще и неплохо было. Свет был, единственное, что выключили лифт. И вот это подъемы на 12 этаж радости, конечно, доставляли. Дети, конечно, животные боялись очень сильно. Там с детьми люди уезжали в первую очередь. Правильно сделали. А поменялось ли у вас восприятие времени и пространства? Да нет. Не поменялось. Я не потерялась ни во времени, ни в пространстве. Все нормально в этом отношении. А вам снятся сны и о чем они? Снятся, поскольку я люблю фантастику, причем такую мирную, скажем так, мирную, юмористическую, то мне не снятся, слава богу. Я стараюсь новости на ночь не смотреть и достаточно нормально сплю. Специально. А о чем сны? А о чем сны? Да, нет, таких конкретных там каких-то жизненных ситуаций крайне редко, и, в общем-то, такого, чтобы запомнилось, хотелось рассказать еще что-то. Просыпаюсь нормально, особенно выручает, животное выручает, конечно, потому что встаешь, вернее, она будет, и тогда забываешь, даже если что-то и плохое приснится. Погладил собаку, она там тебя полизала, как и все в порядке. Так что это у нас антидепрессант.
А были ли у вас позитивные моменты в последнее время, с которыми вам хотелось бы поделиться? Люди, в общем-то, появились, как появились, старые знакомые, которые вроде бы особо и не общались, там со старых работ, вот буквально чуть ли там после 1-2 недель вот этого всего кошмара начали смс-ки поступать, звонки, что вы, как вы. В общем, люди старались друг с другом связаться, как-то узнать, что, как дела, как этот, не нужно ли помочь. Это, конечно, очень обрадовало, скажем так. Так. А какое ваше самое значимое и любимое место в Харькове? Есть ли какая-либо история, связана с этим местом? Такого особо значимых мест. Харьков мне нравится. Историй точно, наверное, никаких не связано. Больше всего мне нравятся зоопарки. Конечно, очень жалко зоопарк Фельдмана. Это просто кошмар. Парки у нас очень красивые. Мне все нравится, скажем так. Ну, а какое вы можете выделить место среди всех остальных? Вот вам полюбившееся. Мне больше всего нравится зоопарк. Вот, правда, вот недавно открылся, к сожалению. Надеюсь, он не пострадает. Очень надеюсь, потому что зоопарк очень хороший, красивый. Делает. Парки я люблю такое. А что в зоопарке вам нравится больше всего? Атмосфера там мне нравится. Животные. Наблюдать за животными нравится. Я с детства люблю животных, поэтому даже когда-то хотела стать ветеринаром, но, к счастью, не пошла туда, потому что там надо немножко меньше любить животных, иначе не сможешь их лечить. Поэтому мне ближе животный мир. А какое у вас любимое место для проведения досуга? Дача. Самое любимое место. Особенно в летний период это дача. А в Харькове есть такие места? Мы по парку погулять, это еще меньше, так сказать. У нас дело в том, что район расположен рядом с речкой. Поэтому пройтись там себя понад речкой, может быть, Журавлевка там недалеко. Где меньше людей, скажем так. А на данный момент есть ли у вас возможность посещать свои любимые места? Нет, сейчас не очень желательно где-то гулять. Даже когда в магазин вот кто-то идет, или муж, или я иду, мы обязательно сидим на связи, и я звонишь с каждой точки прихода, потому что я должна знать, что все нормально, что все хорошо. То же самое вот. Куда иду, должна отзваниваться. С собачкой погуляли. Мы достаточно много, я считаю, что не так много, но в принципе достаточно много гуляем. 3 раза в день. Утром больше, вечером чуть меньше. А какой у вас самый любимый праздник? Новый год. Новый год. Троица мне очень нравится. А где обычно празднуете? Новый год дома, а Троицу на даче. В основном на даче. А как бы вам в этом году хотелось бы отметить свой день рождения? Что-то дома. И желательно с друзьями, которые тоже разъехались по всем странам и нашей стране. И, в общем, собрать очень сложно. Что это было бы самое хорошее, если бы к моему дню рождения это все закончилось. А как вы относитесь к переименованию улиц Харькова и снесению советских памятников?
Во-первых, я считаю, что это не самый главный вопрос, который надо прямо во время войны решать. Ну, вполне положительно. Может быть, не так. То есть, конечно, улицы, которые действительно нельзя, чтобы назывались так, как они назывались до этого. Ну, а есть такие, которые там начинают там Пушкина переименовывать. Ну, это надо все разумно. Что-то нужно делать, что-то, может, и не стоит заниматься. То же самое с этими всякими советскими. Вот нам больше сейчас заняться нечем, как сбивать эти гербы со зданий. Больше у нас проблем в городе нет. А в каком районе Харькова вы жили до 24 февраля и в каком районе проживаете на данный момент? На Салтовке. А сейчас на Алексеевке. Перед этим жила еще на Холодной горе, потому что приходилось переезжать с места на место. А какова причина переезда? Стрелы. Близко начали взрываться у нас в нашем районе, попадать снаряды в дома. Пришлось быстренько уезжать. Причем мы сегодня уехали днем, а ночью под дом прилетели снаряды. Выбирали стекла, слава богу, хоть не в дом, а под дом. Повыбирали стекла прилично. Так что мы вовремя сбились. А как в целом изменился ваш район после 24 февраля? Конечно, слава богу, не так, как на Северной Салтовке, но у нас много попаданий. Вот буквально недавно были. Школу разбомбили, университет педагогический рядом с нашим районом. Попадали в дома жилые. Изменилось. Там по району, я не знаю, мне там было очень сложно. Мы там приехали, там 2 дня пожили, обстрелы очень серьезные, на горизонте видны все эти дыма. И, короче, гулять с собакой там было очень непросто. Поэтому тоже уезжали, в деревне жили, в Черкасах жили долго. Пришлось уехать, конечно. Не так давно еще и вернулись. В Черкасах, конечно, хорошо. Там спокойно, как будто и войны нет. Можно забыть немножко. А какое количество времени вы прожили в Черкасах? Месяца 2, наверное. Тоже. Так что, пожили на Холодной горе, там тоже взрывы слышны, зарево, взрывы. Потом начали разговаривать о том, что собираются наступление на Харьков проводить. Ну и уехали в Черкассы. Это у нас родственники. Просто жить там долго. Там тоже много людей. Мы еще с маму, это, как сказать, родственники, сестра мужа родная. Маму отвезли, мы оставили в Черкасах, потому что здесь ей в ее возрасте 80 лет, конечно, очень непросто было. Возраст, здоровье не такое. Эти обстрелы она вообще, конечно, очень плохо переносит тоже. Ну, поэтому поехали а мы уже вернулись. Тут у нас тоже еще обстрелы прошли в районе, сказали, что окна повылетали. Надо было и как-то их немножко зашить, там, смотреть, что творится в квартире. Поэтому и вернулись. Квартира осталась целой? Не залазить пока. Ну, как стекла там помогли, поставляли. У нас просто расположение такое, что я вот видела, как летит ракета прямо у нас. Попала вот у нас школа, вот как, допустим, расположена. И вот на моих глазах попала в школу. Зрелище, конечно, вот это что сюда переезжать. Зрелище было не очень хорошее. А по вашему мнению, какой район города самый безопасный? Я боюсь, сейчас такого района нет.
Судя по тому, что сейчас начали обстреливать даже те районы, в которые раньше не прилетали снаряды. Это я ссылки на пришеленцев. Да и что, Харьков вообще не сильно безопасный город. А ваши родственники, друзья, знакомые покинули город Харьков? Или остались в городе? Есть такие, которые остались в городе, есть такие, которые уезжали, но уже вернулись, потому что не у всех хватает средств жить в других местах. Есть такие, которые уехали еще до сих пор и за границей, и в Западной Украине. Кто как мог устроиться. А вы думали о переезде в более безопасное место? Вот, честно говоря, из-за моей собачки, так бы, может, мы куда-то и подальше уехали, там, где более безопасно. По-моему, безопасно сейчас исключительно за границей. Все остальные районы Украины все равно опасны, судя по новостным лентам. Ну, из-за нашей собачки, с которой очень сложно находиться в некоторых местах. Поэтому, в общем-то, и из Черкас за нее уехали. То есть с ней тоже в чужой квартире, с чужими людьми не очень спокойно. Я поняла. Я поняла, что за Приходится рисковать здесь. столько жабайка. И тут дом. Все-таки дома, хоть какой-то дом. А общаетесь ли вы с родственниками, друзьями, знакомыми, которые остались в Харькове? Конечно, со всеми, и кто уехал, и кто за границей общаемся. Со всеми общаемся обязательно. Обязательно какие-то просто знакомые. Ну, сейчас люди стараются связь держать, как-то обмениваться информацией, где что. Обязательно. А каким способом в основном общаетесь? Посредством чего? И ну, что обсуждаете вот, в большинстве случаев? Ничего такого особенного не обсуждаю. Что тут обсуждать? В принципе, мои все знакомые... Разногласий мнений у нас нет. Поэтому особо там в чем-то спорить у нас нет необходимости. Все думают в таком же ключе, все. Поэтому, ну как, здоровье, где кто что видел, слышал, какая информация дошла, кто кого видел из других знакомых, потому что не со всеми есть прямая связь. В основном такое. Ну, а общаетесь личные встречи или... Личные. Очень сложно сейчас переезды. Ну, то есть я вот зову подругу в гости сюда, а она, у нее там своих дел достаточно, дети, надо, это сейчас же школы, садики не работают, все дети с бабушками, с родителями как-то устраиваются дома. Не всегда можно вырваться и пообщаться. А телефон, конечно, выручает, интернет, телефон очень выручает. За границей тоже на такой прекрасной связи, как еще и не все районы Харькова. Так что, в основном, конечно, телефон. А какое у вас отношение к переселенцам внутри Украины? Нормальное отношение. Мне единственное, что не очень понятны переселенцы, которые из достаточно спокойных районов поуезжали вплоть до заграницы, хотя они даже не знают, как это, когда обстрелы. Ну, может, воспользовались возможностью побывать где-то еще. Может, действительно так боятся, что у каждого свои какие-то ситуации. А внутри так вообще правильно делают люди, особенно когда с детьми куда-то уезжают от этих обстрелов. Это вообще, я считаю, что молодцы. Что в этих ситуациях с детьми оставаться не раз...
А по вашему мнению, вернутся беженцы назад в Украину после завершения боевых действий? Не, она не выберет. В основном вернуться. Кто хотел там работать, тем, может быть, и останутся. Если смогут там найти себе нормальную работу, смогут изучить язык. Так. Ну, уже многие вернулись. Хотя здесь достаточно небезопасно, но у меня есть несколько семей, которые вернулись. Конечно, вернулись. Были дома. Дома все равно лучше. Как бы ни было там хорошо, дома все равно лучше. Ну, разве что кто-то уже очень хорошо устроится, или какая-то молодежь там найдет себя. А по вашему мнению, как изменились отношения между людьми в период боевых действий? Люди разные, и отношения у них разные. Война проявила просто четко теперь уже знаешь, что у тебя друг, кто так, кто лучше не общаться. Да, а летает не смотрит, где русские, где Украина. Ну, а в чем это выражается? С каким образом это можно понять? Обычно. У меня вот подруга была, сколько мы с ней лет? Ну, лет 35-40, может быть, общались, вроде как подруга. Вот здоровенная, но я хочу вечером. Вот после войны, так сказать, подруга, теперь уже не подруга. Короче, после у нее, она из Горловки, у нее там дочь с семьей жила, они после 2014 года уехали в Россию почему-то. Не знаю почему, потому что это создало всем большие неудобства, неприятности. Ну, это их дела, они там сами решали. Вот. И получилось, она перед войной уехала к ним, ну и там осталась. Слава богу, что осталась, там надо помогать дочери, у нее дети, все понятно. Но она даже смс-ка не прислала. Узнать, живы мы тут, не живы. Этой подруги у меня уже нет. Ну, зато есть люди, которых мы раньше не общались, но они проявили беспокойство, узнали, позвонили или смс-ку бросили, что, как, это, не надо ли помощь не нужна. То есть сейчас все четко теперь известно, с кем можно дело иметь, с кем лучше не надо иметь. Так что в этом отношении все стало значительно понятнее. А что для вас сейчас является самой большой ценностью? Здоровье. Не дай бог, сейчас еще что-то со здоровьем случится, ты вообще уже не знаю, где будешь. Жизнь, здоровье – самая большая ценность. А как вы относитесь к материальным ценностям? Хорошо, когда особо не испытываешь каких-то, ну, как вот сейчас, конечно, жить на одну пенсию очень сложно. Единственное, что пока оплата квартиры приостановилась. Потому что это не самое необходимое, может быть. Тут еще Терехов нас выручил, все-таки какую-то сумму нам сэкономил. Сказал, можно не оплачивать. Поэтому, а так, не знаю. Муж работал раньше, было более-менее. Что будет дальше? Главное, чтобы здоровье позволило этому дальше быть. Будем решать вопросы по мере их поступления. А есть ли у вас какая-либо вещь, которую вы храните, носите с собой, там, может, амулет, оберег? Только телефон. Нет, таких вещей у меня нет. Я не, не суеверная, поэтому особо не заморачиваюсь. А на сегодняшний день о чем мечтаете? Чтобы война закончилась. Все. Закончится война, все остальное будет решено. А что сделаете в первый день после окончания войны? Даже не знаю. Ну, обзвоню всех знакомых. Самое главное. Ну, там, посмотрим. На дачу поехать не получится, даже если война закончится. Там, скорее всего, все заминировано. Поэтому, конечно, поехать посмотреть,
То есть туда вкладывалась душа в течение 30 лет. Там все растет, там все ягоды, фрукты, в общем. А сейчас ничего этого нет. Конечно, мама звонит с Черкас. Я даже клубнику не хочу, только поехать бы посмотреть. Честно. Плачет. А что, по вашему мнению, ожидает Украину в будущем? Ой, пусть война закончится, а так все будет нормально. Справимся. Главное, чтобы закончилась война. Как-то смогли справиться с Россией, так чтобы она больше этим не занималась. Что для этого нужно, я не знаю. Предлагали забор поставить. Чтобы не было такого, как в 2014 году. Чтобы остановились, тут повоевали, вроде так более-менее спокойно. А оказалось, что это просто подготовка к чему-то значительно большему. Вот этого не хочется. Уже не хочется. Сейчас самое главное, чтобы закончилась война. Все остальное, все вопросы можно решить. Сейчас. А у вас какие планы на будущее после окончания военных действий? На дачу поехать. Ну, не знаю, восстанавливать все, что будет разрушено. Может, на работе разрушения большие, там надо восстановить. Ну, дай бог, чтобы их не закрыли вообще, скажем так. И на работу надо будет устраиваться, потому что всякое бывает, искать работу какую-то. Сложно, я же говорю, я решаю вопросы по мере их поступления. Строить планы, не зная, что будет завтра, очень сложно. Для меня это сложно. Большое вам спасибо за интервью. Слава Украине, мы из Харькова. Будем наш любимый город восстанавливать. И все будет у нас хорошо. Я очень на это рассчитываю. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Жизненькая.